Всем привет! Сегодня я начинаю новую рубрику, которая будет посвящена словенским новостям. Как вы знаете, в Словении очень развиты кемпинги. Со всей Европы приезжают туристы на своих автодомах. И вот в одном из кемпингов под названием Шобец, который находится недалеко от озера Блед, произошла на прошлой неделе не очень приятная ситуация. Приехал в этот автокемпинг турист из Голландии и решил припарковать свой автофургон в понравившемся ему месте. Но там ему помешала растущая молодая сосна. Турист, недолго думая, взял лопату, выкопал эту сосну и отбросил просто в сторону. И такое поведение вызвало волну негодования других туристов, а также администрации кемпинга. С туристом была произведена воспитательная беседа, и вдобавок его еще оштрафовали. К сожалению, нигде не пишут, на какую сумму его оштрафовали. В 2014 году на Словению обрушился ледяной дождь, и несколько десятков тысяч растений просто погибли. И Словения пытается уже в течение многих лет восстановить популяцию погибших растений. И, конечно же, такое поведение просто неприемлемо в Словении, потому что каждое дерево здесь на счету. Следующая новость на прошлой неделе произошла в городе Любляна. Один мужчина решил приготовить себе обед, но, видимо, на что-то отвлекся и забыл. И его обед просто воспламенился на плите, а вытяжка в тот момент почему-то перестала работать. Но мужчина не растерялся и начал самостоятельно тушить пожар. К тому моменту, когда приехали пожарники, огонь уже был потушен. Но пожарникам пришлось оказывать медицинскую помощь самому хозяину, потому что он надышался во время тушения пожара, он надышался угарным газом, и его нужно было отправлять в больницу. Пока помогали мужчине, в этот момент оказалось, что он забыл выключить кран или, может быть, был уже не в состоянии его выключить. И просто вся квартира была затоплена. И пожарникам пришлось откачивать воду, спасая имущество пострадавшего и имущество его соседей. Следующая новость произошла в городе Словень-Градец. Полицейские несколько часов гонялись за одним мужчиной, который ездил по городу без правил и даже ехал в противоположном направлении по односторонней улице. Мужчина не хотел останавливаться, не реагировал на сирены полицейских, не реагировал на громкоговорители, ни на что не реагировал. В итоге его удалось поймать, заблокировав дорогу перед ним. Оказалось, что мужчина был в нетрезвом состоянии, а также у него не было вообще водительских прав. А машина, на которой он ехал, она имела два разных регистрационных номера. В итоге этого человека оштрафовали на 1300 евро. Еще одна история произошла с хорватским туристом, который решил в Словении угнать припаркованный около дороги грузовик, так как грузовик оказался открытым и в нем были оставлены ключи. Но далеко он, к счастью, не уехал, его догнал хозяин грузовика, естественно, забрал ключи, машину и прогнал этого угонщика. Но горе-угонщик не успокоился, он дождался вечера и снова нашел машину, которая была открыта и в которой были оставлены ключи. Видимо, в Словении, это очень частая ситуация, когда люди оставляют ключи в машине. Мы, конечно, так не делаем. И угнал машину.
но снова далеко не уехал, так как попал в аварию на этой машине. К счастью для него, он не пострадал. Прибывшие на место аварии полицейские увидели, что он, помимо прочего, еще был и в алкогольном опьянении. Ему было выписано сразу несколько штрафов, но вот что удивительно, что его не осудили за угон, то есть ему не были предъявлены обвинения в угоне. Он впервые попался, и, возможно, здесь по закону можно такого горе-угонщика, возможно, можно просто оштрафовать. Одна интересная история произошла в Словении на прошлой неделе. Как вы наверняка слышали, словенцы очень бережно относятся к животным. И на прошлой неделе один конь упал в пропасть и не мог оттуда выбраться самостоятельно. Для его спасения прибыли спасатели, и в эту пропасть сначала опустили ветеринара, чтобы он осмотрел коня, в каком он состоянии, оказал ему первую помощь, и только после этого его с помощью тросов достали из этой пропасти, из этой глубокой ямы и доставили в ветеринарную клинику. Здесь, в Словении, постоянно помогают не только людям, но помогают и животным. Буквально недавно на одном из пастбищ с одной коровой тоже произошло несчастье. Она повредила себе ногу, и спасатели доставляли ее с помощью вертолета к ветеринару. Ну, пожалуй, на этом обзор новостей прошедшей недели я закончу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и ставить лайки. До новых встреч. Пока.